Минус 30. Ослепительная ледяная метель. Острый нож с треском распарывает брезент палатки изнутри. Вы задыхаетесь от страха. Выбрасываетесь на снег и бежите босиком по острому насту прямо в полную темноту. На верную смерть. Почему 9 опытных туристов совершили это безумие? Забудьте мифы о пришельцах и проклятиях. Разгадка этой кошмарной ночи – физиологии замерзаний мозга и паре улик, которые власть поспешно скрыла. С вами Вэй. Разберемся без конспирологии. Погнали! 9 марта 1959 года, Свердловск. Тесная квартира генерал-майора строительных войск Алексея Кривонищенко. Пахнет корвалолом, сырой землей и дешевым воском. Здесь проходят поминки по его сыну Юрию. За столом сидят студенты Уральского политехнического института, те самые поисковики, которые только что вернулись с горы мертвецов и дали уже подписку о неразглашении. Разложим трагедию на сухие факты и физические координаты. 28 января, на 5-й день похода, у Юрия Юдина воспаляется седалищный нерв. Острая боль в пояснице лишает его возможности передвигаться на лыжах. Дятлов принимает решение. Юдин возвращается назад. На прощание Юдин отдает свои теплые вещи товарищам, чтобы облегчить их общий груз. На этот момент в группе остается ровно 9 человек. 31 января группа выходит к границе леса в верховьях реки Ауспии и оборудует лабаз – склад продуктов и лишнего снаряжения, чтобы разгрузить рюкзаки перед восхождением. 1 февраля начинается подъем на Халачахаль. Пройденный за день путь всего 2 километра. Ветер встречный, рюкзаки тяжелые. Дятлов решает остановиться прямо на открытом продуваемом склоне горы. Внизу, в 1,5 километрах, находится тихий лес с дровами. Но спуститься туда означает потерять набранную высоту, чтобы завтра снова преодолевать этот подъем. Это прагматичный расчет, а не ошибка. Чтобы поставить палатку на открытом склоне, группа выравнивает площадку, срезая пласт плотного снега выше по склону. Слышен скрежет лопат по обледененному насту. Вечером они выпускают шуточную стенгазету с пророческим вопросом: можно ли селиться в палатке на склоне? Ужинают и ложатся спать. Ночью погода резко портится. 26 февраля поисковики Слабцов и Шаравин находят палатку. Она полузасыпана плотным настом. Экспертиза Чуркиной под 56-кратным увеличением подтверждает: 3 разреза брезента сделаны ножом изнутри. Люди бежали в спешке, не обувшись. Из 9 человек у 7 обувь осталась в палатке. Рустам Слободин ушел в одном валенке, 2 вышли босиком. Топоры, печка, теплые куртки – все осталось внутри. За ними никто не вернулся. В 2021 году физики Александр Пузрин и Йохан Гаун публикуют в журнале математическую модель. По их версии, подрезанный при установке палатки склон привел к сходу пласта спрессованного снега, так называемой снежной доски. Пласт весом в несколько тонн рухнул на спящих туристов, нанес им травмы и заставил экстренно резать брезент. Математическая модель безупречна на бумаге, но полностью опровергается уликами с места событий. Бамбуковые лыжные палки, служившие стойками палатки, найдены стоящими ровно, ни одна из них не сломана. Растяжки палатки натянуты. На брезенте лежал лишь тонкий слой рыхлого свежего снега, нанесенного метелью, а не плотный монолит снежной доски. Снежная масса весом в тонны сломала бы бамбуковые палки как спички и полностью смяла бы конструкцию. Физика проста. Лавины на склоне не было. Лавины не было, зачем бежать босиком? И главное, что за вещи нашли спасатели внутри? В палатке обнаружены 2 шинельные солдатские обмотки из грубого сукна. Они не входили в лыжную экипировку группы. Там же найдена железная фляжка со спиртом. Юрий Юдин лично проверял рюкзаки перед выходом и утверждал: спирта у группы не было.
В уголовном деле происхождение этих армейских предметов так и останется без объяснений. Официальное следствие утверждает, группа спустилась вниз по склону на 1,5 километра организованной цепочкой и развела костер у кедра. Но давайте сопоставим это с медицинскими актами. У Людмилы Дубининой зафиксированы множественные двухсторонние переломы ребер и кровоизлияние в правый желудочек сердца. Жить ей оставалось максимум 20 минут. Николай Тибо-Бриньоль находился без сознания из-за закрытого вдавленного перелома черепа. Физически они не могли идти сами, но на склоне найдены ровные следы 8 или 9 человек, идущих обычным шагом. Нет ни следов волочения тел, ни глубоких борозд от падений. Как замерзающие люди без обуви несли 3 умирающих товарищей 1,5 километра по каменным грядам курумникам и не оставили никаких следов борьбы. Это физическое противоречие. Чтобы понять, что произошло у кедра, переместимся на 34 года вперед на хребет Хамар-Дабан. Август 1993 года. Группа из 7 туристов попадает под ледяной дождь и ветер на открытом склоне горы Ягельне. За несколько минут прямо на глазах у группы умирает самый сильный участник Александр Крысин. У него идет пена изо рта и кровь из ушей. У руководителя группы Людмилы Коровиной происходит кровоизлияние в мозг. После этого группа теряет контроль. Единственная выжившая, Валентина Уточенко, описывает клиническое безумие. Один из парней бьется головой о камень. Девушки срывают с себя мокрую одежду и убегают в ледяной туман. Люди перестают реагировать на человеческую речь и погибают за несколько часов. Судмедэксперт Туманов объясняет физиологический алгоритм этой смерти. Сочетание высокой влажности, шквального ветра и истощения вызывает мгновенный спазм сосудов головного мозга. Вместе с шоком это полностью отключает контроль лобных долей. Наступает медицинский феномен парадоксальное раздевание. Замерзающему человеку кажется, что ему невыносимо жарко. Мозг выдает ложный сигнал перегрева. Человек срывает с себя одежду и замерзает еще быстрее. Вы стоите посреди ледяного тумана у догорающего костра. Пальцы рук давно потеряли чувствительность. Они пахнут сырым брезентом, гарью и вашей собственной обгоревшей кожей. Пытаясь спастись, вы карабкаетесь на 5-метровый кедр, сдирая ладони о ледяную кору. Спускаясь вниз, вы протягиваете руку к огню. Чувствуется резкий запах паленой плоти. Но боли нет. В 5 шагах лежит сухой валежник, способный спасти жизнь. Но вы его не берете. Вы просто стоите и сгораете заживо. Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко умерли не от страха перед монстрами. Их убил собственный мозг, который сошел с ума от холода. В мае под 4-метровым слоем снега в русле ручья находят последних 4 участников группы. У Дубининой, Золотарева и Тибо-Бриньоля тяжелейшие переломы ребер и костей черепа. Следственный комитет предлагает логичное объяснение. Травмы получены во овраге. Снежный козырек, подрезанный туристами при строительстве укрытия, обрушился на них и придавил к каменному дну ручья. Это снимает главное противоречие. Из палатки на склоне все уходили целыми и на своих ногах. Но вплотную к раненым лежал Александр Колеватов, и у него не обнаружено ни одного перелома. Объяснения этому избирательному удару у Следственного комитета нет. Однако у физики и судебной медицины есть альтернативный ответ. Это работает точно так же, как забытая в морозилке стеклянная бутылка. Замерзающая вода расширяется и раскалывает стекло изнутри. Судмедэксперт Вячеслав Лысый указывает на то, что промерзающий головной мозг расширяется внутри замкнутой черепной коробки. Под давлением 4-метровой массы мокрого весеннего снега это физическое расширение способно вызвать выдавленный перелом черепа уже посмертно. Это объясняет главную аномалию травмы Тибо-Бриньоля. Кости раздроблены, а кожа над ними осталась абсолютно целой. Внешнего удара не было. Что касается отсутствия глазных яблок у тел и отсутствия языка у Дубининой, это чистая биология. Тела 3 месяца пролежали в проточной воде ручья под снегом. Тофономическая экспертиза доказывает, в воде мягкие ткани лица и слизистые оболочки вымываются и разрушаются бактериями первыми. Никаких следов прижизненного насилия или пыток на костях не зафиксировано.
А как быть с радиацией? Радиологическая экспертиза Свердловской санитарно-эпидемиологической станции действительно обнаружила повышенное бета-излучение, но дьявол, как всегда, в деталях. Пиковые 9900 распадов в минуту зафиксированы только на свитере Дубининой, тогда как на вещах Колеватова приборы показали от 5 до 5500 распадов. Обычный рабочий фон для человека, имевшего дело с радиоактивными материалами. Но это загрязнение было поверхностным и легко смывалось водой. Колеватов работал в закрытом институте Министерства среднего машиностроения, а Юрий Кривонищенко лично участвовал в ликвидации радиационной аварии на комбинате «Маяк» в 1957 году. На одежде ликвидаторов оставались микрочастицы изотопов, а поскольку во овраге выжившие срезали одежду с уже замерзших товарищей у кедра, радиоактивная пыль просто перенеслась на вещи других участников группы. Светящиеся шары, которые наблюдали свидетели в регионе, действительно зафиксированы в уголовном деле. Но это были запуски ракет Р-7 с полигона Тюратам, которые проходили 17 февраля и 31 марта. В ночь гибели группы с 1 на 2 февраля никаких запусков в архивных журналах полигона нет. И все же уголовное дело закрыли с рекордной поспешностью. Следователь Лев Иванов подписал постановление о прекращении дела 28 мая 1959 года с формулировкой действия стихийной силы. Результаты гистологии пришли в тот же день, когда дело закрыли. Тело Слободина и место его обнаружения следователи вообще не осматривали. Из материалов дела пропали личные вещи и дневник Александра Колеватова. В 1990 году следователь Иванов открыто признался. Сверху ему дали жесткую команду закрыть дело и полностью исключить версию о любых испытаниях техники. В 2022 году Генеральная прокуратура Российской Федерации провела официальную проверку дела и признала, решение 1959 года о прекращении следствия было принято преждевременно. Юрий Юдин, 10-й участник группы, который выжил благодаря заболевшей ноге, прожил еще 54 года. Он посвятил жизнь поиску ответов, но так и не нашел версию, которая бы его устроила. Он умер в 2013 году. Его похоронили на Михайловском кладбище Екатеринбурга, в одной земле с теми, кого он обнял на прощание в январе 1959. Он вернулся к своей группе. Но 4 системных вопроса до сих пор остаются без ответа. Почему Александр Колеватов лежал вплотную к раздавленным товарищам, но остался без единого перелома? Чьи шинельные обмотки лежали на дне палатки? Откуда взялась фляга со спиртом, который группа не брала? И куда исчез личный дневник Колеватова? Что думаете вы? Халатность советской бюрократии или скрытая тайна? Напишите свою версию в комментариях. Я читаю все ответы. А если вы хотите узнать, как всего один забытый ключ в кармане офицера и 7 упущенных шансов погубили 1500 жизней, на самом безопасном корабле человечества, кликайте на видео о тайнах Титаника, которое сейчас появится на вашем экране. Подписывайтесь на Way. До встречи!